вы на канале Dream Life, и сегодня я нахожусь в Абу-Даби. Это у меня однодневная экскурсия. Я приехала сегодня из Дубая на машине. В Дубае прилетела буквально вчера. Ну а поскольку в Эмиратах день короткий, уже в 17:30 начинает темнеть, то у меня, как говорится, сегодня программа максимум. Как можно быстрее и побольше всего увидеть и вам показать. Ну что ж, поехали! Дорога из Дубая до первой точки Абу-Даби составила около 160 километров, плюс по городу от места до места это еще по 15-20 километров. В городе очень много светофоров, а светофоры в Эмиратах не такие, как у нас, по минуте полторы. Иногда на них можно простоять минут 5 на каждом. У меня было запланировано несколько интересных мест в Абу-Даби, но по времени до захода солнца я успела посетить всего 2. Первое из них – это знаменитая мечеть шейха Заида, только на нее у меня ушло больше 3 часов. Вокруг мечети несколько ворот и заездов с блокпостами, так что пришлось спрашивать у охранников, через какие ворота заезжать посетителям. И уже заезжая на территорию, понимая, что сейчас будет что-то масштабное и грандиозное. Итак, сейчас я нахожусь на парковке мечети шейха Заида, и как в любом мусульманском сооружении, здесь есть свой дресс-код. Мужчинам здесь нужно одеваться просто прилично, достаточно футболки, либо рубашки и брюк. А вот с женщинами еще сложнее, как вы знаете, по традиции у женщин мало того, что должна быть покрыта голова платком и не должны торчать волосы, так еще и полностью плечи и руки должны быть закрыты до запястий. Ноги также должны быть прикрыты. Ниже колен либо это какая-то широкая юбка, либо брюки также широкие. Никакой одежды в облипочку, либо прозрачной. Так что, как вы понимаете, в таком виде меня никто туда не пустит. Но я так как турист подготовленный, у меня все с собой, поэтому переодеваемся. Надеюсь, длины рукавов хватит. Брюки у меня широкие. Платок я специально заранее купила, это называется хиджаб, такой мусульманский, не знаю. Похоже на мусульманку, либо с моей славянской физиономией я больше похожа на какую-то Аленушку. Ну, как говорится, ладно, еще можно, конечно, его не так одевать. А вот так, наверное, будет получше. Ну что ж, дресс-код готов. В общем, для того, чтобы попасть в мечеть, нужно пойти по подземному переходу, который меня ведет, который находится в этом стеклянном здании. И чтобы долго туда по жаре не идти, здесь ходит специальный бесплатный такой паровозик, бесплатное такси. В общем, нужно было выбить специальный бесплатный билетик по QR-коду, заполнить данные свои, там e-mail, какой пол, какая национальность, еще какие-то там ерунду, в общем. И они отправили данные для входа, такой QR-код на e-mail, который нужно будет предъявить при входе. Я забронировала место на 20 минут вперед, чтобы еще было время тут походить под кондиционером и сходить в туалет. Тут, кстати, все облагорожено, есть кафешки, туалеты, какие-то магазинчики. Так что вот так.
В общем, иду, пытаюсь найти вход в мечеть. Кафешек тут вообще просто одни сплошные кафешки. Даже есть Starbucks. И, ну, в общем, тут всего полно. Просто все сидят, едят, гуляют. Короче, не просто это мечеть. Мне уже жар пипец. Мокрая вся, даже кондиционеры эти не помогают. Это кошмар. Я иду все иду, уже, наверное, минут 20. Один контроль, другой контроль. Сумку проверили на ленте. Сейчас здесь идет тоннель в самой мечети, как понимаю. Здесь есть эскалаторы. Можно идти пешком. Пешком быстрее. Короче, я думала, что я в нее зайду, в эту мечеть, посмотрю, быстренько уйду. Но не тут-то было. Шарф этот постоянно падает с головы, неудобно, жутко. Вот оно, уникальное и роскошное сооружение, символ исламской архитектуры. Возводилась мечеть около 10 лет. В строительстве принимали участие более 3500 работников из различных компаний всего мира. Построена она была с целью не просто привлечь туристов. Эта мечеть олицетворяет глубокое уважение и благодарность к шейху Заиду, объединившего Эмираты в одну страну. Кстати, после его смерти его здесь же и захоронили. Белая мечеть входит в 6 самых больших мечетей в мире, и это одна из немногих мечетей, куда пускают всех желающих, тогда как в остальные пускают только мусульман. Снаружи мечети расположились огромные территории с зелеными парками, аллеями и фонтанами. Сооружение состоит из 82 куполов, главный из которых высотой 85 метров считается самым большим куполом в мечетях в мире. Во внутреннем дворе пол выложен сияющим мрамором, и это самая большая композиция из мраморной мозаики в мире. По периметру огромное множество столбцов, которые вручную расписаны цветочными узорами. В строительстве использовались белый мрамор, золото, кристаллы и драгоценные камни. В главном молельном зале расположен знаменитый ковер. В его создании поучаствовали 1200 мастеров со всего мира, которые ткали отдельные кусочки, а потом их сшивали вместе в один огромный ковер. Так что теперь он весит 47 тонн. В залах и холле подвешены 7 хрустальных люстр, которые состоят из миллионов кристаллов Сваровски.
А самая большая люстра – это целое произведение искусства. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса за свои размеры. Высота 15 метров, диаметр 10 метров, а вес около 12 тонн. В общем, иду я назад. Хотела вам там все рассказать, как говорится, от первого лица, но там действует правило. Можно фотографировать и снимать видео, но без озвучки. То есть разговаривать на камеру нельзя. Я сначала взяла камеру, пошла в парк, там среди пальм начала что-то говорить. Ко мне тут же подошел охранник и все объяснил, попросил удалить то видео. В общем, пришлось удалить. Так что, ну, как говорится, наложим звук сверху. Не знаю, с чем это связано. Также там нельзя фотографироваться, например, и показывать какие-то жесты, типа там пис или еще что-то, потому что в разных культурах эти жесты могут означать разные вещи, и они не будут разбираться, как говорится, и просто запрещают показывать какие-то жесты. Возможно, говорить на камеру тоже связано как-то с этим. Короче, друзья, я не знаю, сколько у меня времени ушло на эту мечеть. Очень много, не знаю, часа два, наверное, 2,5 точно. Хотя в самой мечети ходишь буквально там полчаса. Вот она здесь рядом, прямо с парковкой за моей спиной. Но не знаю, почему у них так сделано. Они возят на вот этих вот фри-такси. Вон туда, вон аж через дорогу, к тому вон стеклянному вот куполу, чтобы вы прошли по этому подземному торговому центру, опять же, сюда под дорогой, в эту мечеть. В общем, по-дурацкому, если честно, сделано. Времени уходит больше всего на то, чтобы туда добраться, и на то, чтобы потом выбраться оттуда по тем же путем назад. Ну и напоследок я оставила самое вкусненькое. Это хранилище произведений искусства со всего мира. Лувр, Абу-Даби. Он находится на острове Саадият и был открыт в 2017 году. Многие считают его филиалом парижского Лувра, но это не совсем так. Было заключено соглашение между правительством Франции и Абу-Даби об использовании названия Лувра. За это Абу-Даби заплатила 525 миллионов долларов. 13 парижских музеев предоставило произведения искусства для этого комплекса. Здесь находится 300 произведений искусства Ван Гога, Гогена, Леонардо да Винчи и других знаменитых художников. Лувр в Абу-Даби построен на воде. На площади 24 тысячи метров квадратных главный архитектор создал действительно фантастическую конструкцию. Инженерная мысль создала настоящую проекцию восточного города, в которой 55 белоснежных кубических
геометрических зданий, имеющих залы и галереи. И над всей этой конструкцией 180-метровый плетеный серебряный купол весом примерно как Эйфелева башня. Купол символизирует крышу традиционного шатра бедуина, накрытого пальмовыми листьями, и создает эффект светового дождя. Чтобы сформировать этот геометрический рисунок, использованы почти 8000 металлических звезд, определенным образом перекрывающих друг друга, создавая таким образом игру света во время рассеивания солнечных лучей. Выставка включает в себя 23 галереи для постоянной коллекции музея, но заполнено пока только 12. Экспонаты разделены на 4 зоны – древний век, средние века, современный век и модерн. В коллекцию Лувра в Абу-Даби вошли 600 экспонатов, 300 из собственных коллекций шейхов и 300 предоставили в аренду французские музеи. Ну что, я внутри. На входе у меня спросили ПЦР-тест. Я показала свой обычный бумажный, сделанный в Беларуси, и меня пропустили. Билеты я покупала онлайн заранее. Ссылочку, где я покупала, оставлю внизу в описании под роликом. Но здесь на входе тоже можно их приобрести. Здесь такая зона отдыха между галереями.